Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие у нее планы на вас теперь? Вообще, есть ли у нее планы? Каждую женщину загадывает. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких же энергиях вы пребываете. А вы, пока я буду раскладывать, напишите в комментариях, хотели бы вы вернуть свою бывшую или нет. Пишите. Итак, в каких энергиях вы находитесь? Вы такой борец по природе. Вы знаете, почему-то мне идет такая информация, что вот вы за свое, порвете любого. Вы защитите. Для своих вы добудете все из-под земли, если надо. Я имею в виду, да, вот если для семьи, для детей, там, для женщины любимой. Вот вы такой человек, который очень привязывается. Вот вы если привязываетесь, то это все. Это навеки. Эта привязанность касается абсолютно всего. Вы очень быстро к женщинам привязываетесь, к той единственной, я имею в виду, да, вот. Вы привязываетесь даже вот, может быть, к дому, к квартире, в которой вы живете. То есть привыкаете очень быстро, а потом разрывать вот эту вот привычку довольно тяжело, вот если придется что-то менять. Вы очень активный человек, ваша ревность зашкаливает. Вот если по-честному, да, вы можете об этом не говорить, и своей женщине обычно вы не говорили этого, но вы такой мужчина огненный. Вы довольно страстный, вы очень любите интим, и, в принципе, вы довольно неплохой мастер в интиме, да, вот такой вы. Супер-пупер, я бы сказала. Другое дело, что не со всеми вы такой будете, а только с любимой женщиной. Вы борец за правду, вы очень любите справедливость, вы не боитесь пойти даже один против толпы, чтобы доказывать свою правоту. Но, тем не менее, вот как-то вот женщины по жизни вас все равно укрощали. Вот несмотря на то, что вы такой активный борец, да, вот вы мужик с большой буквы тогда, но все равно женщины к вам ключик находят очень легко, и вы тогда таете. Вот перед женщинами вы просто таете, когда влюбляетесь. Вы еще, знаете, вот у некоторых может проигрываться, что вы все еще живете прошлым. Присутствует некоторая ностальгия. Это могут быть какие-то воспоминания, это могут быть воспоминания, вот знаете, приятные моменты совместной жизни с женщиной. Это могут быть воспоминания родителей, там, из детства. То есть вы довольно часто можете вспоминать какие-то такие ситуации, которые вас тянут назад. Причем я могу сказать, что даже у некоторых может проигрываться, что вы все еще надеетесь вернуть свою женщину. Ту самую женщину, которая вас укротила, которая вас, немножечко нагнула так. Это я очень мягко говорю. Так, что же еще у вас в жизни происходит? Какой же вы человек? Вы такой мечтатель. Вы такой, знаете, вот и романтик, и мечтатель. Даже я вам скажу, несмотря на то, что вы вот мужчина, вы даже бываете очень обидчивый. Да, вы этого не показываете, но вот бывало такое вот и с женщинами, вы довольно часто могли просто обижаться. Да, эту боль вы в себе терпели, эту обиду вы в себе держали, да, но вы особо не показывали. Сейчас вы такой более резкий стали. Вот если вы еще недавно вот были с женщиной такой более белый и пушистый, так сказать, более мягкий, то сейчас вы стали более резким. Может быть, даже в чем-то и такой взрывной характер стал, потому что, просто нервы шалят, уже нервы не выдерживают. Поэтому могут быть моменты каких-то импульсивных действий, каких-то импульсивных, вот, необдуманных слов. Так, далее. Вы деньги, в принципе, довольно неплохо зарабатываете. Вы умеете зарабатывать, можете подработать. Это у вас довольно неплохо таки получается. Но как-то вот вы стараетесь всегда, вот стараетесь это все делать
и деньги зарабатывать, и вообще вот жить по жизни. Вот вы, когда были в семье, вы для других стараетесь. Вот я не вижу, что вы себя балуете. Ну да, по каким-то крупицам вы можете баловать, но больше вы отдаете. Вот заработал, отдал, понимаете? Ну там какую-то, может быть, копеечку себе оставил. А так вот живете для других. Так, какая же женщина теперь, смотрим, пришла к нам на расклад? Так, ну снова дамочка, которая очень у нас любит денежку. Женщина, с которой у вас все закончилось, с которой у вас были довольно непростые отношения. Знаете, даже может проигрываться ситуация, что вы довольно долго терпели вот ее какие-то выходки. Вы видели и чувствовали, что она корыстная. Вы понимали, что женщина уже вас, ну как бы, ну мягко говоря, не любит. Либо же охладела, да, если по-простому. Вы это чувствовали, но из-за того, что она была очень важна для вас, вы ее никак не могли отпустить. Ну, это понятно до поры до времени. Вы-то ее отпустили, но это очень тяжело вам далось. Это реально была трагедия вашей жизни. Вот разрыв ваш, напишите в комментариях, это трагедия для вас была, либо же вы так, с легкостью. Женщина очень любящая деньги, очень любящая подарки, да, вот довольно часто в наши расклады, опять же, приходит такая дама. Вот как-то, как на подбор они, да, собрались, вот у вас такие, в принципе, в чем-то одинаковые женщины, любительницы подарков. Да, понятно, что многие женщины, ну, чуть ли не все, да, хотя и мужчины тоже любят подарки. Но просто есть такие, которые, ну, целенаправленно ищут себе богатеньких буратин, да, вот спонсоров. А есть женщины, которые, ну да, ну любят они подарки, но это не в приоритете, у которых есть чувства все-таки на первом месте, любовь в конце концов. Но эта дама, она очень расчетливая, она очень корыстная, она очень такая продуманная. Дама, которая живет играючи. Это женщина, ну, я не вижу, чтобы какая-то серьезность с ней была. Вот она то ли какие-то выходки у нее могут быть несерьезные, но совершенно не такие, как у взрослой женщины. Вот какие-то импульсивные девчоночьи такие поступки. Я даже не знаю, как это назвать, да. Ну, то есть человек не думает про последствия. Она вот совершает что-то, либо же говорит какие-то слова хорошие, не очень хорошие, да. Она не думает о последствиях абсолютно, что она кого-то обидела, ей как-то по барабану, абсолютно все равно. То есть дама, которая чисто такая вот нацеленная на деньги, на блага, на вот эту вот именно материальную составляющую, но с которой уже, да, с которой у вас завершение отношений случилось. Давайте-ка посмотрим, есть ли у нее все-таки планы на вас вот сейчас, либо же нету. Что происходит в ее жизни? Дама, которая очень хочет любви, вот она, знаете, вот она по жизни как-то вот, несмотря на то, что она очень корыстный человек, вот в душе ей очень хочется, чтобы ее любили. Ей вот сейчас очень не хватает состояния любви, ей хочется, чтобы ее любили и кружили. Я не вижу сейчас у нее рядом мужчины. У нее скорее состояние одиночества. Ей хочется, да, ей очень хочется, чтобы у нее был мужчина, надежное плечо. И хочется чувствовать себя нужной. Но у нее вот, если получается, то это максимум такие вот небольшие любовные романы. Серьезных отношений я у нее абсолютно не вижу. У нее плюс сейчас проигрывается не очень такое простое финансовое положение. У нее куча претензий вообще по жизни. Вот она какой-то человек, она вечно недовольна. У нее могут быть претензии не только к вам, претензии даже вот к подругам, к друзьям, приятелям. Да? Вот может такое проигрываться, что она даже вот когда с вами жила, она могла обсуждать, ну, не в очень хорошем свете своих подружек, там, знакомых, да, вот какие-то претензии предъявлять. Вот она очень любит, когда вот ее все кружат, когда она главная.
Она вот царица и больше никто. Но сейчас вот немного ее жизнь опустила. Вот опустила, да, она меняет партнеров периодически, ну чисто для здоровья. Я не вижу у нее хороших таких стабильных отношений абсолютно. Плюс еще могут проигрываться, вот как я сказала, уже и финансовые проблемы еще сюда могут добавиться. Поэтому как бы счастья она не обрела. Так, что же она будет делать в отношении вас или же нет? Какие у нее планы, да? Вот, она должна быть императрицей, королевишной. Она, знаете, вот она бы, конечно, хотела, чтобы судьба еще дала шанс. Шанс на что? Ну, понятно, на получение денег, да, вот у нее есть, но это, опять же, на уровне ее мечтаний и хотелок. Вот если бы вот шанс Вселенная, да, вот высшие силы дали на то, чтобы как-то воссоединиться, но чисто для того, чтобы вот вы снова продолжали ковать денежки для нее. Только ради этого. Но она прекрасно понимает, если вы появитесь, это будет скандал. Если вы даже намекнете на что-то, на воссоединение, это будет ужасный скандал, да, это будет отторжение ваше. Поэтому она особо ничего и не делает. Это на уровне ее хотелок. Но опять же, будет ли... Вот она хочет, да, вот она бы хотела воссоединиться, но только на уровне своих желаний каких-то. Вот на уровне желаний. Плюс у нее рядом есть какая-то женщина, может быть, подруга, сестра, коллега, которая ее подстрекает, которая ей советы дает разные, которая учит ее жить. Причем вот она почему-то, вот она даже считала, что вы были у нее такой вот судьбоносный мужчина. А раз вы были судьбоносный, то значит вы не должны навсегда пропасть из ее жизни. То есть такое даже она допускает. Но опять же, это на уровне мыслей. А так, чтобы что-то такое вот она учудила, сотворила к вам, нет, нет. Она прекрасно понимает, что вы ее отошьете. Вот опять император. Опять вы выпали императором. А ей-то нужен пентаклевый король, да, вот. Вы-то император, но вы денег не дадите. Она будет снова искать другого денежного мужчину. Да, у нее хотелки вот эти будут некоторое время в голове, планы вот эти все, да. Но она их не воплотит, потому что она знает вас, она знает характер ваш, и она знает, как вы расставались, да, и все вот эти ссоры, претензии, она прекрасно понимает. Поэтому хотелки останутся хотелками, и она будет дальше искать вот богатеньких буратин с толстым кошельком. Всего-навсего. Вот человек, который, с одной стороны, хочет любви, но тем не менее как-то по жизни все равно вот просчитывает, с кем ей выгодно, вот как-то странно, да. С одной стороны хочу любовь, но выбираю чисто по деньгам мужчин. Ну как-то, ну это ненормальное понятие, я считаю, так не должно быть. Все равно, ну рано или поздно, да, ну, человек начнет раздражать. Вот если не любишь человека, а просто ну ради денег, но это рано или поздно начнутся ссоры, конфликты, скандалы. Но, к сожалению, многие об этом не думают, что все-таки должно быть какое-то душевное родство, чувство, любовь, в конце концов, да, а потом уже все материальное. Но, к сожалению, имеем то, что имеем. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями и всем пока!